Всем привет! Вы на моем YouTube-канале. Меня зовут Вова. Я переехал в Испанию и уже живу здесь месяц. У меня разрядился микрофон, поэтому я записываю вот с такой технологией. Заряжаю его параллельно от пауэрбанка. Я надеюсь, будет звук нормальный, потому что записываю рядом со школой. И сейчас у людей перемена, и они все играют там в футбол. Хочу рассказать, что произошло за этот месяц, какие этапы я прошел, что случилось в моей жизни. Такое разговорное видео. Хочется, конечно, записывать такие видео у себя в квартире, но пока что мне мое финансовое положение и знание испанского языка не позволяют заняться такими вещами. И первое, с чего мы начнем, и, наверное, самое главное, это я получил красную карту. Получил я ее, наверное, за неделю. Это мой основной документ в Испании сейчас является. По идее, по новому законодательству я могу по нему работать, но, как говорит компания, о том, что мне нужно ждать полгода вот с момента получения карты. Ну, как бы и работу мне особо не предлагают, я не очень стремлюсь работать, хотя бы с радостью устроился агентом недвижимости, поэтому если вдруг вы там русскоязычное агентство недвижимости в Мадриде, вы мне напишите, позвоните, пригласите. Я крутой риэлтор был у себя в городе. Свой город — это Санкт-Петербург. Это, наверное, самое главное. Я уже начал как-то больше устраиваться в жизни, нашел свою любимую кофейню. Сначала ходил, не понимал, почему у испанцев нет культуры кофе, где они пьют кофе, а потом, конечно же, чтобы найти кофейню, в которую бы я ходил, это обычно спешлти, что-то такое. Стоит оно, кстати, там 3 евро, в спешлти, не в спешлти, евро 80, ну до 2 евро. Я нашел кофейню в гейском районе. В Мадриде этот район называется Чуэка. У станции метро Трибуналь. Там можно найти кофейни, там прям блоком, может быть, я вставлю сюда карту, чтобы было более понятно, где это. Там есть несколько кофейн, они очень крутые, и матча, латте, и что хочешь. Но, конечно, арафи они еще здесь не знают, наверное, к ним придет-то немного позже. Даже немного странно. Я там пришел в спешлти кофейню, они такие: а что будешь? Я такой: раф. И они такие: раф? Раф. Вот, поэтому я выпил просто латте, но кофе там нормальное, вкусное. Здесь же рядом Латинская Америка, где выращивают, кто является основным поставщиком кофе, да, помимо там Бразилии. Поэтому кофейни я уже свои нашел, даже познакомился с испанцем. Общение пока что у нас происходит в переводчике через чат GPT, и мы не можем, например, куда-то вместе сходить или что-то, но в целом мы переписываемся, встречаемся в каких-то более тихих местах, там в квартире, может, в кафешке, чтобы мы могли общаться, обсуждать что-то. Это интересный опыт. Хочется, конечно, больше получить испанских друзей, но я понимаю, пока мой уровень английского, испанского А0, это меня не ждет, и, возможно, через какое-то время у меня появится больше испанских друзей, но я пока что даже не знаю, как им сказать типа: здрасте, давай дружить. Может, как в детстве, подходить, руку протягивать, и они согласятся. Помимо этого, я хочу заниматься спортом, но я не могу купить спортзал, потому что меня абонемент в спортзал, потому что меня могут перевести в любой момент. И мне нужно было выбрать, что, куда ходить. И с ребятами вот тоже из места, где я живу, предложили выбрать теннис. Я купил теннисные ракетки в Декатлоне за там 30 евро. И мы ходим играть в теннис на площадку Депортива. Аренда теннисного корта стоит в час 5 и 5 евро 50, за 2 часа 11 евро, если нет прописки в городе. В городе, в котором мы ходим, у нас нет прописки. Например, в соседнем было бы на евро дешевле, вот, но мы пока не знаем, что нам интереснее, ездить туда или нет. Вот я вставлю, может, видео, как мы играем. Играем мы ужасно, и в целом это недорого, если на 4 человек. На меня сейчас смотрят дети, как я записываю видео. Для них это, наверное, немного удивительно. Походу, я буду дружить с испанскими детьми, потому что взрослые пока что не очень актуально хотят со мной общаться из-за моей скудного словарного запаса. Помимо этого, я уже, помимо того, что познакомился, да, с русскоязычной аудиторией в моем отеле, я еще с ними успел поругаться и уже с некоторыми даже расстаться. Кто-то уехал уже на другую фазу, в другой город, где абсолютно другой климат. Город, конечно, очень маленький. Если я живу в городе 200 тысяч населения, то они уехали в город 50 тысяч населения. Он, конечно, очень красивый, там как будто снимали «Игру престолов» или что-то подобное, но я как будто не готов жить в таком маленьком городе. Здесь мне было скучно,
нечем было заняться, и подумал, ну, типа, что мне сидеть в городе, у меня бесплатный проездной, да, 10 евро стоит, катайся сколько хочешь, куда хочешь. Я поехал в Мадрид. Гулял, гулял, гулял и наткнулся на какой-то концерт. Может, сейчас вставки вставлю. Todas las noches pedían una nueva canción. Каких-то испанских артистов, бесплатно абсолютно на улице. И это так круто, то, что я могу просто гулять. Фак. Школьники включили тусовку, поэтому, я надеюсь, меня будет слышно. Я уже почти закончил запись ролика, поэтому извиняйте меня за звук. Я остановился на том, что меня очень удивляет то, что я могу идти по улице и попасть на какой-то концерт, непонятно чего, на улице. Но это классно, это забавляет. Я выпил пиво с какими-то непонятными людьми, кого я не знаю, но у нас типа схожий вайб, мы танцевали в первом ряду, и они меня угостили одним курительным. Не буду озвучивать здесь, что это было, но просто интересный вайб. Я хоть и не употребляю ничего такого, у меня аллергия на никотин, но сам вайб, какой был, мне понравился. Хотя, мне кажется, если бы я родился в Мадриде и был бы рок-звездой, меня бы уже не было на этом свете. И помимо вот таких бесплатных концертов, да, был концерт техно, туда приезжал какой-то очень популярный диджей, тоже абсолютно бесплатно, до заполнения как бы клуба, не знаю, как это назвать. Проходил он 2 дня с 12 до 5 часов вечера. Ну, то есть с 12 утра до 5 часов вечера техно-вечеринка. Что это такое, я не знаю. Но мы туда пришли, увидели очередь и передумали там стоять. Но было прям на улице какая-то тусовка. Может быть, у меня останутся видео, я сюда покажу, но я не помню, снимал я или нет. И еще там была бесплатная выставка. Вот круглосуточно, да, можно зайти посмотреть. Достаточно странное современное искусство, но оно есть. А еще я сходил в музей Прадо. Большинство испанских музеев работают последние 2 часа в день. Свободный вход, да, только надо в очереди постоять. Вы можете зайти, посмотреть. Вот я был в Прадо, там нельзя фотографировать и фоткать. Вот я одну картинку сюда вставлю. И еще, наверное, попрошу друга скинуть картинку с мема, где испанские правители пиздят плазму и как там едят детей. Ну, как едят детей у меня есть, а вот как плазму воруют, нет. И, короче, таких музеев очень много, все открыто, очень красиво гулять. Вот я хожу уже, вот если сейчас вставлю статистику как я хожу в России и как я хожу здесь, это просто такая колоссальная разница. Я в день нахаживаю там 1000 калорий просто хождением, да, 30 тысяч шагов, 25 тысяч шагов, типа для меня сейчас нормой стало 20 тысяч. Я понимаю, что, возможно, я даже сбрасываю вес, вот если там посмотреть, да, предыдущие мои видео, там влог с Ладоги, из Петербурга еще, там, наверное, можно заметить, что я как-то менее подтянутый, чем сейчас, хотя я сейчас в зал не хожу, а я бы хотел. Музыка закончилась, но перезаписывать я не буду, я ленивый, извините. Это все, что мне надо сказать за этот месяц. Мне очень много людей пишут вопросы, я постараюсь отвечать в комментариях. Конечно, некоторые вопросы меня сводят с толку, типа, а дают ли международную защиту девушкам? Ну, конечно же, дают. Типа, это же странно, здесь нет презрения по полу или еще чего-то. Если вы подходите под рамки международной защиты, вам ее дадут. Ну, типа, не надо думать, что это как-то сложно. Это не просто, но и не пиздец как сложно. Если вы нуждаетесь в защите, то вам ее предоставят. Ну, я сюда, вот меня спрашивали про деньги, у меня заблокировали все счета, и я переехал сюда, у меня было 800 евро в кошельке, и это все. Больше у меня не было ничего. Ну, я, конечно, думаю, если бы меня не приняли в аэропорту, мне понадобилось больше денег, может быть, 1500 евро, но в целом я не ощущал себя как-то... Вот у меня еще остались эти деньги, я их не трачу, хотя мне уже пора бы купить кроссовки, они не готовы были к такому тест-драйву. Интересно, вы видите, как собака сзади меня играет? Нет? Ну, наверное, звуки слышите. Вот. На этом все. Наверное, следующий видос уже будет такого характера в следующую пятницу.
Вот, я принял решение как бы выкладывать разговорные видео по пятницам. Вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я хочу выйти на монетизацию за 4 месяца. Это очень сильное желание, но, возможно, оно не осуществимо. Но мы будем стараться, и вы мне в этом поможете, я надеюсь. А, Надеюсь, мой контент станет лучше. Я вижу уже, как я расту, даже снимая то, что я снимаю. Вот, и надеюсь, через время у меня появится ноутбук, и я смогу монтировать не в CapCut на телефоне, а за хорошей программой, с цветокором, с более удобным интерфейсом, а то не могу монтировать там ролик. Мне нужно 40 материала поместить в 12 минут, и ты вот пытаешься это все вместить, как-то сгладить углы, ну, все так сложно, не получается иногда. Вот, ладно, все. Теперь точно прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы в комментариях. Может быть, я буду на них отвечать в шортсах или в чем-то таком. Они дают хорошую охватность. Я, кстати, сегодня проснулся и в ТикТоке стал популярным. Ну, там, 300 лайков. Я такой, как классно. А я выложил какой-то бред о том, что там выезд из России запретили и все такое. Но я как бы уже в Испании, мне все равно, но сама суть забавная. Все, пока-пока.